Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить простое, вкусное, сытное и очень быстрое блюдо хачапури на сковороде. Отдельно хотела поблагодарить за ваши подписки, лайки, комментарии. Спасибо вам большое за такие душевные, добрые слова. Друзья, теперь приступим к ингредиентам, которые нам нужны для нашего блюда. Творог нам надо, 3 яйца, сыр сулугуни, мука, соль и разрыхлитель. И, конечно же, подробно я напишу в описании под видео. Друзья, сегодня мы используем домашний творог, а также можно использовать и магазинный творог, тоже 5% или 9%. Это все зависит по вашему вкусу, какой творог вы любите. Значит, мы в этот творог добавляем 3 яйца. Я сейчас разобью в отдельную пиалочку и добавим. И потом будем разминать вилкой. Нам для этого рецепта ни миксер не нужно, никакие приспособления не нужны. Вилочка и ложка. Разбиваем яйца по отдельности, в случае, если попадется какое-то испорченное яйцо. Я так делаю, если вы заметили, всегда так делаю. Так более безопасно. Все, мы сюда добавили яйца. Сразу же к творогу добавим соль. У нас здесь пол чайной ложки. Вообще соль мы добавляем по вкусу, так как у нас будет еще в рецепте сулугуни, а сулугуни у нас немножко солоноватый, поэтому я добавляю пол чайной ложки. Вот так хорошенько разминаем. А также вместо сулугуни можно использовать любой сыр, который вы любите. Главное, чтобы сыр хорошо плавился. Еще идеально сюда подойдет сыр моцарелла. Тоже очень вкусно получается. Вот так размяли. Теперь я возьму терку и будем натирать на терку сыр. Это оставляем в сторонке. Будем натирать вот на такую крупную терку. И температура ингредиентов тоже не важна. Можно прямо с холодильника брать. Это не имеет никакого значения. Блюдо все равно получится очень вкусное. Дети очень любят такой хачапури. Натрем на терку и добавим к творогу. Друзья, еще хотела сказать, что если вы будете использовать зернистый творог, то обязательно нужно блендером взбить или через ситечко сделать творог, чтобы творог был более однородным. Вот мы натерли сыр, добавляем к творогу. И если творог суховатый, можно добавить или сметану, или йогурт к творогу. Перемешиваем. Вот так. Тщательно нам надо объединить все ингредиенты. Добавляем сюда чайную ложку разрыхлителя. И у нас тут 3 столовые ложки муки, но мы не будем все добавлять. Мы сначала добавим 2 ложки муки, и если нам понадобится, можно добавить еще 3 ложку. Я покажу, какой консистенции мы должны добиться, чтобы было правильное тесто. Так, перемешиваем.
Друзья, посмотрите, вот такое тесто у нас получилось. В меру влажное и в меру суховатое. Видите, я 1/3 ложку муки не добавляла. И мы уже можем пойти и жарить. Я сегодня буду жарить полностью одной лепешкой. Так как у меня, видите, сковородка достаточно большая, здесь диаметр сковородки 24 сантиметра. А если у вас будет меньше диаметром, можно спокойно поделить тесто на 2 части и пожарить 2 лепешки. Мы смазываем сковородку. Вот буквально немножко масла подсолнечного без запаха. Обязательно бортики. Кисточкой распределяем, чтобы масло было равномерно. Вот так. По бокам. И я полностью всю массу отправляю на сковородку. Вот так. И распределим равномерно по всей сковородке наше тесто. Вот так. Очень удобно силиконовой лопаткой. И смотрите, нам надо будет вот так выровнять поверхность. И закрываем крышкой и будем жарить 10-15 минут. Я потом в конце скажу, сколько у нас по времени жарилась наша лепешка. Вот так. И смотрите, мы когда закрываем, когда будет жариться лепешка, появится конденсат. Обязательно нужно полотенцем или сухим, или бумажным полотенцем вытирать, не допускать, чтобы на крышке было влажно. И видите, на самом медленном огне мы будем жарить, чтобы хорошо полностью пропеклась наша лепешка. Видите, образовался конденсат. Я бумажным полотенцем вот так хорошенько вытираю насухо. И опять закрываем крышкой. Вот так. Друзья, посмотрите, наша лепешка пеклась 15 минут. Как мы проверяем, когда нужно переворачивать? Видите, тесто такое упругое, и она матовая становится, не глянцевая. Это означает, что тесто хорошо спеклась, и можно переворачивать. Для более безопасности я беру пергаментную бумагу, далее доску, чтобы удобно было переворачивать. Вот так. Сейчас мы переворачиваем вот так. Посмотрите, какая золотистая корочка у нас получилась. И далее нам нужно нашу лепешку отправить на сковородку. Вот так. И отправляем вместе с пергаментом. И уже крышкой мы не накрываем. Выравниваем немного. У нас, смотрите, такая хрустящая корочка получилась. И сейчас с этой стороны тоже немного поджарим. В течение где-то 5-7 минут, не больше. Все, наша лепешка жарилась в течение 10 минут. Уже она полностью пропеклась. И мы выключили газ и вот так ставим доску и вот так переворачиваем. Вот так. Посмотрите, благодаря бумаге хорошо поджарилась лепешка. И я могу сказать, что даже когда мы кладем сырое тесто, тоже можно на бумагу выложить. Видите, какая красота. Подождем, чуть-чуть остынет.
Эту лепешку можно подавать как в горячем виде, так и в холодном. Подождем, чуть-чуть остынет и разрежем. Для более сливочного аромата, еще пока хачапури горячее, мы смазываем сливочным маслом. Вот так. Слышите, какая хрустящая корочка? Так. Режем нашу лепешку. Вот так. Посмотрите, она полностью пропеклась. Сочная сырная лепешка. Вот так, посмотрите, какой в разрезе. Видите, сыр тянется. Очень ароматная лепешка. Сейчас я попробую кусочек. Друзья, очень вкусно получилось. Готовьте по такому рецепту, я думаю, вам очень понравится. Я такие лепешки часто готовлю, как на завтрак, так и просто на перекусы. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь, ведь впереди вас ждет много вкусных, проверенных и домашних рецептов. А я не могу остановиться. Прям очень вкусно. Буду дальше кушать. Аника гасу телюгани.